Да, палатки, ну их нафиг. Подумай еще. Если У тебя еще, дорога есть? да, палатки точно нет. Больше их нафиг не надо. Санек, Танюха, привет. Серик всё. Едет. Он уже едет. Да, я уже подъезжаю. Я уже, как Таня обычно говорит, я уже подъезжаю. Посмотрим, как оно будет в этом более компактном варианте. А? Посмотрим, как оно будет, ой, блин, в этом более компактном варианте. Блин, опять его тикать надо. Все, это пишет. Ну, вчера, в общем-то, так этот дождь пережило. Все, давай. Пока, спасибо. Фу. Давай, снимай. О, наконец-то. Вчерашние планы в большинстве своем пошли лесом, поэтому выезжаю и надеюсь, что хоть сегодняшний день пойдет по более-менее запланированному сценарию. Как вчера и обещал, Прагу посмотрим сегодня, но опять же еду через жилые районы и можем посмотреть, как в Праге выглядит настолько привычная для нас атмосфера спальников. Показав первую версию всего этого безобразия друзьям, получил несколько вопросов. Соответственно, постараюсь на них сейчас ответить. Снимаю это все на GoPro Black, иногда под съемки iPhone XS. 6s работает только как навигатор и случай там запасной звонилки или еще чего. Раскрою секрет из первой серии. Зачем тянуть по бензу до лампочки? Когда я выезжал, у меня были польские топливные карты. И по маршруту без отъездов заправка была только та, до которой и тянул. А по расстоянию это, не то чтобы было на грани, но если не учитывать варианты, что она не работает, ну тогда да, тогда печаль. Особенно я не был в восторге от трамвайных путей на дорогах. На мотоцикле это прямой путь до смены своего статуса на мотовода лежачего. А в дождливую погоду то практически гарантия, если внезапно нужно сдвинуться в полосе.
Забавно в Праге выглядели пешеходные переходы, которые посредине имели как рельсы для пешехода. Видимо, были случаи успешных походов в бар за чешским пивом. Для меня в Праге интересно выглядит строительство. Человейники выливают из монолита целиком, даже стены, в отличие от того, что мы обычно видим. На этом и заканчивается наш экспресс-тур по дневной Праге. Виды улиц, на которых нет ни одного дерева, действительно присутствуют, и для меня выглядят удручающе. Наконец-то, вырвавшись на трассу, можно ехать и наслаждаться подсыхающей дорогой меж маленьких городишек, неспешно подыскивать следующую заправку. Добрался до заправки. Фу, блин.
какой там пробег. Сколько тут? 94,36. Сейчас посмотрим, сколько войдет, и выкупим расход. Ну, вроде более-менее так же зарыл, как и в прошлый раз. Всего 10,7 литров вышло. Ну что, выехал я из Праги. Проехал, наверное, километров 50, остановился на заправке стоптать такую канатку. И понял, что я зря на себя нацепил этот костюм. Потому что весь мокрый полностью. Он как в термосе, по сути. Испарина вся оседает. Сейчас немножко обсохну заодно. Оставлю, наверное, только штаны. Такие типа приспущенные. Чтобы поясница не отмокала. И тогда поеду дальше. Думаю, перекушу, сниму нафиг вверх. Так нет, дождь пошел. Хорошо, хоть я немножко порастягивался и успел чуть-чуть просохла термуха и куртка. Потому что смотрим, если будет прохладно, то надо будет остановиться где-то под навесом. Ой. Ух ты, нога не лезет. А где-то под навесом и достать флисовую кофту. Еще одна очень раздражающая вещь, которая была на трассе в холодную погоду, это просто банальная нехватка мощности двигателя на этой китайской 125-ке. Если ты едешь в погоду в районе 5-6 градусов, дождь и встречный ветер, то о 80 можешь мечтать. Будешь ехать в районе 70 по спидометру, то есть реальных около 60. Я только что потерял свой единственный старт, который работает, если копка не работает. Никак не терять. Еще не потерял, просто уронил. Делом дождь, конечно, успокаивается, но трасса мокрая, от этого дождь не успокаивается, особо ни горячо, ни холодно. Только посмотрел, как типа там по облакам, как раз в сторону Регенсбурга, по трассе, по которой я буду ехать, вроде все не так уж плохо. И там как раз просвет в облаках. Ага, просвет, иди сюда. Поехали. Если вам кажется, что на дороге белая крупа и вообще идет град, то нет, это вам не кажется. Как же быстро в горной местности может меняться погода. Только что лило и шел град, а буквально за поворотом уже только текут ручьи воды, и грязь забивает визор. А проливного дождя, чтобы все это смыть, уже нет. Так, хорошо, батарейку поменяли. Пора ехать дальше.
Визор протерли. Основное было. О, да, это другое дело. Теперь-то хоть видно. Вон там какой-то интересный ямок есть. Сейчас, конечно, ехать намного приятнее. Бывает, что можно поерзать, не забухи вперед-назад. Там немножко легче спину. По переменам. Спина твоя ноги, ноги передохнуть. То, что Юлия нагрузила столько продуктов, это очень сильно нас подгрузило. Я не знаю, именно сколько, может, килограмм на 8. Это, наверное, было. Ну, может, 9. Ну, короче, теперь ветер начал чувствоваться. Сейчас начинает его понемножку двигать вперед-назад. На заправке при расчете пробега, видимо, было 294 километра, так как 94 километра пробега на 10,7 литра – это откровенно многовато. При таких водных расход получился 3,6 литра на сотню, что, в общем-то, больше обычных 2,7, 3,2. Но учитывая то, сколько на мотик было еще сверху взвалено и какой парус это добавило, я считаю, вполне хороший результат. Как найти камизелку, которую я не могу найти? Стоит снять арафатку и обнаружить ее на шее. А то без нее реально в шлемаке прохладно. Короче, вот этот вот экип дождевой нельзя одевать. Короче, чтобы его одеть, нужно быть только в термухе и в куртке. И все. Потому что ты как в термосе потеешь. Термуха-то отводит эту влагу. И если ты в футболке, футболка ее собирает моментально. Термуха каким-то непонятным чудом там себе сохнет. Не знаю, как ей это удается, но в общем, я выехал. Спонсор этой остановки есть мотик, который успешно заглох на довольно крутом выезде под горку. Но я так или иначе хотел остановиться, одеть вот эту флисовую кофту теплую и переставить ремень пасотный, нырковый, чтобы он был под термухой. Не под термухой, как сейчас, а над ней. Низ тоже весь мокрый. Капец. Так, снимаем пас нырковый. Быстро, чтобы не продуло. Положили его сверху над термухой. Джинсы
Вот получается фигня с этим, с защитой от дождя в том, что ты мокнешь не от дождя, а ты мокнешь от влаги, которая испаряется с твоего тела. И может то, что тебя не дует, может типа это плюс, но в общем, не знаю. Я пока еще не решил, что с ним, но абсолютно точно сейчас вверх снимаю. Вниз, наверное, буду ехать на полуспущенном, чтобы у меня хотя бы ширинка вот эта паховая область высохла, потому что это ужас. Вот я буквально его термобелье сухое, ширинка мокрая, насквозь. Впереди вроде дождя не намечается. То одеваем стандартный комплект: куртка и флисовая кофта. Штаны бы я тоже, наверное, снял бы, если бы если бы бахилы были до колен, то, наверное, и штаны бы снял, потому что дорога еще кое-где мокрая, а колеса летит хорошо. С другой стороны, без палатки и оставленных запасов ехать стало намного удобнее. Появилась возможность ерзать на сиденье, разгружая тем самым спину и колени. По маршруту дальше с палаткой планировал остановиться только в Швейцарии 2 раза. Поэтому особо и не парился. Одна остановка в районе Амдена на высоте порядка 500 метров на берегу озера, и вторая возле Нивы на 1700 метрах. Но после ночи во Вроцлавию не казалось уж такой хорошей затеей ни одна, ни вторая. К тому же, очень туманно выглядит перспектива этой палатки вернуться на Тарханкут. Даже когда диктатура Пойла падет и такая возможность появится, просто потому, что за ту же стоимость лучше съездить в Черногорию. А кататься с палаткой по Европе имеет столько же смысла, сколько платить за ночлег на лавочке в парке. Дополнительно добавляется головняк с распаковкой и упаковкой всей туристики вечером и утром. А если ночь была холодная или дождливая, еще попытки все это высушить. И саму палатку, и все, что намокло. В общем, для себя я принял решение, что весь этот головняк по цене койко-места в хостеле и близко того не стоит. Забавные радары на чешском сообщают, что ваша рыхлость 35 км в час или 60 км в час, ну и тому подобное. По технике, один из значимых моментов, который сильно раздражал, это то, что спидометр врет на 10-12 км. И эти значения уже чуть ли не от скорости в 35 км в час. Очень напрягало, когда, проезжая через города, приходится постоянно помнить о ограничении в 50 км, потом смотреть на спидометр с показателем 60 и быть спокойным, что еще не нарушаешь. На знаках в 60 спидометр может показывать как 59, так и 72, ну, судя по радарам. Я так и не понял, по какому принципу он выбирает эти рандомные значения. Я их приводил по радарам, которые показывали мою скорость. В общем, по трассе я ехал около 95 по спидометру, то есть около 80-82 км реальных, что отвечало примерно 6,5-7 тысячах по тахометру с красной зоной от десятки. Ну а по городу, соответственно, то, что было разрешено. Когда прокладывал маршрут, то смотрел достопримечательности максимально близко к трассе, чтобы особо не отъезжать. В Чехии таких очень близких к маршруту не нашел. В основном нужно или куда-то отъезжать и потом еще и походить.
В самом путешествии основная цель была повидаться с друзьями, ну и почувствовать вкус мотопутешествия, чтобы понимать, нравится ли мне такой формат, и можно ли это, а не валяние на пляже тюленем, считать отдыхом. Ну и самое основное, смогу ли я проехать эти 4 с лишним тысячи километров на мотоцикле, ведь это расстояние, которое я накатывал на нем в течение предыдущих пары лет. А здесь это должно уложиться в 3 недели отпуска, ну и еще одну запасную неделю, если выбьюсь из графика или же просто отойти и поваляться дома на диване. Хотя скорее заставить себя поваляться на диване. Поэтому пока едем, наслаждаемся видами весенней Чехии, потихоньку подкрадываемся к границе с Германией. От самой границы остались разве что казино, сгруппированные отели, да пару проституток на трассе, которые промелькнули в лесах. Через некоторое время после въезда ловишься на мысли, что и на подъезде к Германии трасса была уже в хорошем состоянии, но в самой Германии она еще больше улучшается и организовывается. И вот последний рывок до Регенсбурга по отличной местной дороге, которая идет зачастую рядом с городишками и реже через них. За счет этого люди живут себе в тихом месте, а путешествующие быстрее доезжают до места назначения. Вспомнишь наши методы строительства, все села и маленькие городишки нанизаны на дорогу и живут вдоль ее. А если дорога скоростная, например, как Киев, Бровары и дальше, то жители села с одной стороны дороги не имеют шанса безопасно перейти к соседям на другую. В лучшем случае светофор воткнут в начале да в конце населенного пункта. В Германии больше всего бесили радары, которые показывали скорость только на мгновение, и зачастую я даже не успевал считать, что там было.
До Сани с Наташей и их малыми я добрался еще засветло, что меня очень порадовало. До сих пор вспоминаю карри-вурст и баварское пиво, которое отлично подходит к этому блюду. Само блюдо дословно это колбаски в карри. Интересной особенностью жизни немцев можно назвать ролеты на окнах, которые встречаются почти везде. В любой момент ты можешь устроить себе дома ночь, дополнительно еще и неплохая защита окон. Немного передохнув и решив, что спина вроде позволяет, мы поехали побродить по Регенсбургу, который, как Саня говорил, считается таким полутуристическим городком. На тот момент камера стояла дома и тщетно пыталась слить видео в GoPro облако, которое я купил за полцены как для нового клиента. В общем, облачным сервисом GoPro я остался очень недоволен. Файлы сливаются очень медленно и нехотя, и скачиваются из облака в том же режиме, крайне нехотя и медленно. Чтобы скачать все последующие дни поездки дома с 600-мегабитным интернетом, мне понадобилось 3 дня сидеть перед компом, так как файлы удавалось скачать только по 2 штуки за раз, и то они постоянно вываливались в них неудачные и приходилось перезапускать. Хорошо, хоть Chrome осиливает их докачать, как раньше это делал Riget, а не просто начинать сначала, как это делал Ослик. Привет Microsoft. В общем, продлевать этот мегасервис я не намерен, и после скачивания файлов уже от них отписался. Поэтому заканчиваем сегодняшний день на нескольких фоточках из Регенсбурга и пивном дворике с фонтаном. Другое. Ну да. Что его назвали? Лисица, лисица. А, лысы. Видишь?